Всем привет! С вами иноагент, экстремист, преступник, находящийся в розыске и сотрудник нежелательной организации Михаил Климарев. Поставьте мне лайк, если вы этого еще не сделали. Вы, наверное, заметили, что в последнее время список нежелательных организаций начал пополняться крупнейшими независимыми СМИ, экологическими организациями и многими другими. Нежелательной стала даже всемирно известная панда с логотипа Всемирного фонда дикой природы. Ну и буквально на днях было объявлено экстремистским ЛГБТ-движение. Потому что про иноагентов, которые записали Максима Галкина, Оксимирона, Гребенщикова, Макаревича, ну и остальных, я вообще не говорю. По факту первой пересекла границу Россия, границу с Украиной. Война. На тот момент существующая. Ну, а какие-то у тебя есть другие сведения? Не, мне интересно, почему ты не иноагент, блядь, а я иноагент. Ну, смех смехом, но все эти регалии власть раздает все же не просто так, а для того, чтобы в нужный момент взять за нужное место и предъявить статью другую, ну, например, за сотрудничество с нежелательной организацией. Да-да, это шутка, но тем не менее. И вроде бы это должно побуждать жить в вечном страхе, вообще ничего никогда больше не говорить. Но это невозможно. Давайте разберемся подробно, что теперь можно делать, что нельзя и каким вообще должны быть новые правила безопасности в тех реалиях, в которых мы с вами оказались. А заодно вспомним и обновим базовые правила безопасности, которые сейчас в России важны как никогда. Начнем с простого. Иноагенты. Их теперь много, большинство из них публичные. И сразу возникает вопрос, можно ли подписываться на иноагентов и репостить их в соцсетях. Хорошие новости. Да, безусловно, можно. За лайки, подписки и цитирование иноагентов у нас пока не наказывают. Ну да и вообще в ряду тех страшных преступников, с которыми мы будем иметь дело сегодня, они самые милые и нетоксичные люди. Достаточно посмотреть на их список. Ну или на меня, например, посмотреть можно. А что насчет пожертвований иноагентам? Или денежных переводов? Ну тут сложнее. Вы можете работать с иноагентами и переводить им деньги, а вот с переводами от них стоит быть осторожными. Если входящие переводы от иноагентов будут у вас, это, конечно, не значит, что вас немедленно внесут в реестр, но это могут счесть иностранным финансированием. Ну и ответ на главный вопрос. Если вы не СМИ, то вам в своих личных постах в соцсетях не нужно никакие галочки ставить, плашки. В узких кругах эта плашка называется нецензурным словом. Ну, мы ее опустим. Теперь посложнее. Нежелательные организации. Их, конечно, меньше, чем иноагентов, но Генпрокуратура пополняет этот список примерно раз в неделю. И нежелательными стали уже несколько крупных независимых СМИ. Можно ли их читать? Тоже хорошая новость. За чтение нежелательных СМИ вам точно ничего не будет. Даже если вы будете делать это в метро, в автобусе, в кафе, вы можете не бояться, что кто-то увидит ваш экран и поймет, что вы читаете нежелательные СМИ. Для этого уровня мы пока не дошли. А вот с репостами сложнее. Когда вы постите ссылку на материалы нежелательной организации, это считается распространением ее материалов. И вот за это уже могут дать по административной статье. Отсюда такое правило. Когда Генпрокуратура признает кого-то нежелательным, лучше пройтись по своим соцсетям и удалить ссылки на материалы этой организации, будь то СМИ или очередной Greenpeace. Список нежелательных организаций ведет Минюст. Его можно найти на сайте. Ну, мы оставим ссылку на него в описании, чтобы вы знали, где это искать. А вы уж проверьте свои соцсети и иногда заглядывайте в этот список, чтобы убедиться, что никаких опасных ссылок у вас не найти. С донатами нежелательным организациям дело обстоит еще строже. Если вы живете в России и жертвуете с российской карты, то финансирование нежелательной организации может грозить статьей и сразу уголовной. Выходов тут несколько. Ну, во-первых, заведите себе карту иностранного банка, если есть такая возможность. Ну, или можно еще попросить уехавших друзей донатить за вас, ну, за себя и за того парня. Есть еще возможность донатить криптовалютой, и об этом мы делали специальный ролик, посмотрите его. Но есть и хорошие новости. Если вы живете не в России, то вы можете спокойно жертвовать нежелательным организациям. Некоторые страны все еще обмениваются с Россией финансовой информацией, но с началом войны таких стран стало значительно меньше. И если вы живете, например, в Европе, то опасаться вам совершенно нечего. А знаете, что еще не запрещено? Читать, рассказывать и даже пересказывать то, что кажется вам важным. Ведь когда российские власти признают организации нежелательными, они добиваются именно этого, чтобы все замолчали и все, что они делают, происходило в полной тишине. Ну и давайте перейдем наконец к высшей ступени этой иерархии, к экстремистам.
В отношении экстремистов закон еще суровее. За репост экстремистской символики могут вменить административную статью. За участие в деятельности экстремистской организации, и тем более ее финансировании, уголовную. Что относится к экстремистской символике? Ну, думаю, вы сами понимаете, что есть закон, а есть практика. И практика показывает, что экстремистской символикой считают, например, букву «Н» с логотипа кампании Навального. А еще бело-синий-белый флаг. Экстремистской символикой, понятное дело, будут считать знак украинского батальона «Азов». Но и флаг Украины тоже могут отнести к ней. Что же касается остального, то здесь, как и в случае с нежелательными организациями, вы имеете право, которое у вас никто не отнимет. Вы можете читать посты экстремистской организации и говорить о ней. Ну а теперь давайте поговорим вот о чем. Если вы, послушав все эти советы, задумались о том, чтобы уехать из России, давайте разберемся, как к этому подготовиться, как пересекать границу. Нужно ли перед этим удалять все чаты, а может быть вообще лучше снести все мессенджеры. Обязаны ли вы показывать телефон, а фото в нем могут посмотреть. Тут мы бы советовали, конечно, готовиться к худшему и максимально себя обезопасить. Начнем с телефона. Да, его посмотреть могут. Практика показывает, что так бывает, и в данном случае лучше с пограничниками не спорить. Особенно если вы понимаете, что вам действительно нужно выехать. Самим давать им в руки телефон, конечно, не надо. Но если вы понимаете, что другого выхода нет, придется показать. Кажется, что на такой случай надо просто удалить все из телефона, но это не лучший вариант. Если вы покажете пустой смартфон, это будет выглядеть подозрительно. Поэтому идеально удалить всю чувствительную информацию и отписаться от всех каналов, которые могут вызвать вопросы. Но хотя бы недели за 3 до выезда, если у вас есть на это время, очень желательно попереписываться с друзьями о бытовых вещах. И наполнить телефон чатами, в которых не будет ничего опасного, чтобы это выглядело так, как будто вы живете самой обычной жизнью. Проверьте, что у вас не осталось приложений нежелательных СМИ, фотографий, постов в соцсетях, которым тоже могут возникнуть вопросы. Иностранные номера телефонов и большинство контактов лучше удалить. Перенесите все важное в облако, поставьте сложный пароль для разблокировки телефона, в идеале пин-код из 6 цифр, и уберите отпечаток пальца или Face ID, если они у вас стояли для входа. Примерно такие же советы касаются и ноутбука. Удалите всю чувствительную информацию, выйдите из Google аккаунтов, включите шифрование диска, если вы этого не сделали, и обязательно поставьте пароль. Не забудьте вычистить файлы в корзине и на ноутбуке, и на телефоне. На вопросы отвечайте вежливо, но кратко. Запомните телефоны родственников и адвоката, чтобы вы могли быстро с ними связаться. Не нервничайте, ведите себя уверенно и помните, что уже скоро вы окажетесь в полной безопасности. А пока ставьте лайк этому видео, распространяйте ссылки на него и оставайтесь на связи.